Здравствуйте! Сегодня у нас будет видео о том, какие бывают магнитолы Jansun, чем они отличаются, как выбрать магнитолу правильно для своего автомобиля и много других вопросов, которые возникли у наших подписчиков. Их очень много, и я хочу ответить на них сразу, чтобы было понятно, как действовать и что покупать, и что лучше и что хуже. Когда мы начинаем выбирать магнитолу для своего автомобиля, тут всегда стоит вопрос, менять ее или не менять. Такого вопроса в принципе не должно стоять. Однозначно производители устанавливают в свои автомобили магнитолы, которые есть очень древними и старыми. Они какие-то странные, и ее нужно менять. Тогда возникает вопрос, какую магнитолу лучше всего выбрать. Вообще-то магнитолы состоят из разных частей, они являются уже давно универсальными, существует куча их подмодификаций, но главные составляющие части, их три. Это сама магнитола, это рамка штатная, в которой она будет установлена и устанавливается точно ваш разъем, и набор кабелей и других дополнительных устройств. Как же выбрать магнитолу? Вот сейчас вы видите изображение модификации V-серии Jansun, где можно подбирать магнитолу. Обратите внимание, они есть на Android 8.1, есть на Android 10, есть также на Android 9. Сейчас идут они исключительно такие. Но это не значит, что это не изменится. Я больше чем уверен, что изменится. После Нового года уже появится версия 6 плюс 128. Она будет иметь другие параметры. Но каждая магнитола чем-то отличается. Главным характеристикой любой магнитолы является ее процессор. И процессоры бывают нескольких типов. Вот в V-серии стоит процессор Mediatek. Почему Jansun выбрала Mediatek? Но, видимо, из-за того, что данный процессор не горячий, он не так легко убивается, он служит гораздо дольше, легче обслуживать прошивки и тому подобное. Как определиться с магнитолой? Понятно, что Android 8.1 гиговая версия, 1 плюс 16 встроенной памяти, и Android 10 1 плюс 16 встроенной памяти на одном и том же фактически процессоре, ну, в данном случае процессор Allwinner и процессор Mediatek. Сам по себе Allwinner процессор подешевле будет, но немножко быстрее, но эти магнитолы очень похожи. Почему она возникла, Android, вот версия, вы ее видите, V1C? Она возникла по той причине, что это магнитолы, изготовленные платы на эти магнитолы уже давно. Они остались на складах, их нужно распродать, поэтому цена на такую магнитолу меньше. Но это не значит, что магнитола хуже, просто она уже лежала, плата, на старом чипе. Вот и все нормально, в принципе. На Android 10. Android 10 позволяет вам открывать немножко больше приложений с Play Market, доступ к ним, потому что уже на Android 8 много приложений не работает. Что касается версии 2 плюс 32 Wi-Fi. Так как процессор используется один и тот же, четырехъядерный на этой версии, что и на версии с гигом оперативки, то разницы между этими магнитолами 2 плюс 32 вы не увидите. Да, 2 гига оперативной памяти это больше, чем 1. Но на самом деле вы платите за другую опцию. Обратите внимание, здесь стоит уже функция DSP. Функция DSP, а ее нет в гиговой, это функция отдельный звуковой процессор. То есть качество звука намного лучше. Это не значит, что в гиговой нету DSP. Иногда в DSP типа присутствует, но это программный DSP, он присутствует в версии на 1 гигабайт. В двойке стоит аппаратный 2 плюс 32. Если вам нужен звук, вы выбираете эту версию. Что касается скорости работы, то скорость работы этих магнитол, она в принципе одинаковая. Что гиговая версия, что 2-гиговая. Разницу вы ощутите, если установите немного больше приложений на гиговую и на 2-гиговую, если установите одинаковое количество приложений, там по 10, тогда вы почувствуете разницу. Если не ставить это количество, то разницы особой не будет. Также обратите внимание, при выборе магнитолы нужно понимать, какие задачи она будет выполнять. Если это просто навигация, музыка, радио, то здесь не нужно большие параметры, это просто лишняя трата денег. Также нужно ли вам 4G или не нужно. Вот тот же момент, который очень важен.
Переходим до следующей версии магнитолы. Это магнитола 2 плюс 32 Wi-Fi плюс 4G и 4 плюс 4 Wi-Fi плюс 4G. Эти магнитолы уже оснащены 8-ядерным процессором. Они, естественно, существенно отличаются от магнитол, так как эти магнитолы оснащены 8-ядерным процессором. Эти магнитолы имеют 4G модуль, имеют уже расширенный DSP, что в принципе и означает их цену. Но магнитола 2 плюс 32 4G и 4 плюс 4 4G на сегодняшний момент ничем не отличается, кроме набором оперативной памяти. Да, я забыл сказать, существует еще версии Wi-Fi 2 плюс там с увеличенной памяти, 24, 2 плюс 128. На самом деле просто появился разъем под сим-карту, который установлен внутри. Больше они ничем не отличаются от версии 2 плюс 32 Wi-Fi. Но дороже за счет карты памяти. Возвращаемся к 8-ядерным. Раньше использовался процессор Intel, но он показал себя не очень хорошо. Магнитолы на процессоре Intel были на Android 9, и они не были надежными, потому что процессор Intel требовал охлаждения. И от этого ушли в Jansun, и они перешли к Mediatek, чтобы создать магнитолу более доступную по цене. Но Intel вернутся уже в новой ипостаси, уже с охлаждением, в версиях, которые появятся уже в ближайшие месяцы. Уже они есть на самом деле и уже продаются на нашем сайте. Это 6 плюс 128. А о них нужно будет говорить отдельно. Так что же, когда вы покупаете 2 плюс 32 4G версию, вы получаете 4G и более усиленный DSP, более мощный выход звуковой, усилитель IC и радио IC. Соответственно, за это вы и платите. Версия 4 плюс 4 это просто вы платите за то, что у вас больше оперативной памяти. Опять же, скорость в данном случае двойки и четверки будет зависеть от количества используемых приложений. А так она абсолютно одинаковая. Это что касается именно этих моделей, что сейчас существует. На самом деле существуют еще другие модели. Я не хочу сильно затягивать видео, но будет отдельное следующее видео, в котором расскажу о других модификациях и чем они отличаются. И на самом деле есть еще другая серия, T-серия, K-серия магнитол Jansun. А также я столкнулся еще с такой особенностью, что, например, когда вы покупаете магнитолу, это клиенты жалуются и заказывают ее, например, на внутреннем складе, то есть доставка из Москвы, а не с Китая, то вы получаете магнитолу вообще не джансуновскую, хотя оформляете на официальном сайте Jansun. Почему так происходит? Потому что, скорее всего, склад меняет магнитолы. Связано, возможно, с ценой, так как Jansun магнитолы дороже, они подставляют других производителей магнитолы, и так выходит, видимо, кто-то из посредников просто занимается вот таким вот обманом. И люди действительно получили очень многие, купив магнитолы на официальном сайте Jansun, получили магнитолы не Jansun, потому что выбирали доставку не из Китая, а непосредственно с страны, со склада. То ли на складе не было, то ли они решили как-то экономить этот склад, покупать магнитолы на другом заводе, и магнитолы были совсем другие. Соответственно, другое меню, другие настройки. И, ну, возможно, они еще использовали T-серию, которая действительно есть у Jansun. Она более дешевая, так как используются более экономные материалы, но она имеет более расширенные функции, поинтереснее. Но экономные материалы в чем там используются? Ну, процессор Alviner используется, там используется еще дисплей другого производителя. Также там немножко другие чипы другого производителя. Ну, впрочем, все остальное там одинаковое. И, видимо, такие магнитолы попали на внутренние склады, и они доставляются клиентам. Это не значит, что они плохие, просто они другие. Иногда есть несовпадения. Например, CAN-бус, который был в комплекте с проводами, не имеет CAN-протокола в той магнитоле. Соответственно, вы не можете привязать некоторые функции, и у вас некорректно работает ваш EBU. И некорректно отображается что-то на магнитоле. Вот такие вот нюансы. На самом деле магнитола-то в принципе работает, все оно Китай, и все оно работает нормально. Но есть вот такие вот мелочи. Эти мелочи немножко удручают. И когда мне пишут о том, что это как бы Jansun, скидывают фотографию, я открываю, вижу, что это совсем не Jansun магнитола. Хотя уверенно говорят, что купили на сайте официальном. Соответственно, как бы, ну, такое вот есть. Что тут сделаешь?
В следующее видео я расскажу о Т-серии. Она отличается, и там есть некоторые дополнительные функции.